Добрый день, Беларусь! Приветствую зрителей и подписчиков канала «Про нас» ОГП ТВ. Напоминаю, и делаю это не без удовольствия, что для вас, друзья, мы запустили цикл новых передач. Он называется «Наши за границей». В чем смысл, задачи и цели этого нового проекта? Во-первых, мы исходим из того, что наш дом белорусский находится в европейском квартале. У нас общая европейская история, общая культура и, я надеюсь, общее будущее. Поэтому знать место, где мы проживаем, важно и полезно для всех. Во-вторых, эти путешествия, они не только помогают узнать новую страну, открыть для себя какие-то новые факты, но и провести параллели между, к примеру, Норвегией, Германией и Белоруссией. Мы лучше понимаем, каким стандартом мы можем двигаться. И, возможно, мы узнаем, что у нас тоже есть что-то, что достойно сохранения. Согласитесь, это важно, если вы думаете о будущем своей страны. Третий фактор. Сейчас, к сожалению, Беларусь не является страной привлекательной для тех, кто когда-то ее покинул. Наоборот, многие сидят на чемодане. И, возможно, вот эти передачи помогут кому-то сориентироваться в пространстве, кто-то, может, получить какие-то важные и ценные советы. Сегодня мы презентуем второй выпуск программы «Наши за границей». Если кто-то пропустил первый, обязательно найдите время, чтобы посмотреть. Вы точно не пожалеете. Особенность этих передач, что их ведущими являются белорусы и белоруски, которые жили долгое время в нашей стране, а потом выехали. Первое знакомство – это Норвегия, а сегодня мы приглашаем в Германию. Так что не только смотрите, но и давайте пообсуждаем. Увиденное на вас произвело впечатление? Или же наоборот, у вас сложился критичный взгляд? Дискуссия – это всегда хорошо, дискуссия – это всегда полезно. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает наш канал «Про нас» ОГП ТВ. Кто еще не подписался, welcome, мы вас ждем. Ну что ж, друзья, оцените наш новый проект, ваше мнение для нас важны. И пишите, какие страны вы считаете полезны для нас, для нашего внимания, для того, чтобы мы потратили на это время. Ждем вашу рефлексию. Привет, Беларусь! Меня зовут Юля, и я расскажу вам про Германию. Почему я и почему про Германию? Я здесь живу уже очень давно, 15 лет, а родом я из Минска, где я выросла, училась. Там у меня все родственники, друзья, знакомые. Но, естественно, меня очень интересует все, что там сейчас происходит. Я не буду сравнивать Беларусь с Германией, я просто расскажу о Германии так, как я ее знаю, так как я ее узнала. Для этого я специально сперва забралась на гору. Вот там за мной, в принципе, та Германия, которую я знаю, и она в основном вся такая. То есть это небольшие деревеньки, одна перетекающая в другую, через пролески, через лесочки, через поля. И есть, конечно, крупные города, но в основном вся застройка 2-3 этажа. Частный сектор, как у нас говорят. Что такого особенного в Германии? Здесь мало места и много людей. Это бросается в глаза по сравнению с Беларусью. Конечно, здесь не так много людей, как в Китае, скажем, но здесь каждый клочок земли причесан, убран, застроен. Небольшие участочки, если сейчас в настоящее время покупать дом под застройку, то участок очень маленький. Чем
Чем старше дом, тем больше вокруг него земли. Но в то же время здесь порядок. То есть порядок везде, не только на главных улицах, а во дворах. Причем чем меньше городок, чем незначительнее, тем больше там порядка. Потому что все мы знаем, что то, что в частной собственности, то, что в своих руках, то, конечно, более убрано, ухожено и используется с толком. Вот какая красота. А еще, что меня поразило в первые годы приезда, люди говорят на диалектах. И не стесняются этого. Это примерно так, как если бы где-то на работе какой-то чиновник или... Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, это как бы мы говорили на тросянке все время в обычной жизни, и никого бы это не смущало. Конечно, сейчас очень радует, что в Беларуси такой подъем как бы белорусскости, язык в почете, бело-красно-белый флаг. Но здесь это в порядке вещей, и люди даже узнают по диалекту, откуда кто приехал, и это классно. Еще здесь очень простая кухня. Просто мясо, картошка, салат. Колбаски. Из того, что здесь, в той местности, где мы живем, в Баден-Вюртемберге, любимое блюдо — это такие домашние макароны, они называются шпецли, то есть это кусочки теста, вареные в воде, чечевица и 2 сосиски к этому всему. Очень просто, не изысканно. Так, что мне еще такого здесь запомнилось? Ну, конечно же, дороги. Дороги, автобаны, удобные развязки, понятные знаки, нет вопросов. В Германии очень много иностранцев. Это просто какой-то артек или фестиваль детского творчества, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, в любое место, где вы придете, на любой улице можно что-то сказать по-русски, пару человек обернуться. В основном очень много турок и русских. В клинике, где я работаю, я даже не знаю страну, из которой нету человека. Ну, из постсоветских стран из всех, по-моему, есть. Из Туркменистана нету. Из Европы, из всех есть. Наверное, нету из Австрии, Швейцарии, потому что в основном все туда едут. А из всех, да, ребенок бежит. У нас 3 детей и очень мало времени, чтобы снимать кино. Чего здесь нет, чего немножко здесь не хватает? Здесь нет, например, такого понятия, как проставиться и застолье. То есть день рождения, если обычно проходят все в складчину, или какие-то посиделки, люди собираются, это в основном шведский стол, салаты, принесенные с собой. Если это какое-то более такое торжественное мероприятие, день рождения шефа в узком кругу, или какого-то друга, там, где уже более такие серьезные взрослые люди приглашены. Это долгое стояние на кухне, шампанский, вот пока ноги не отвалятся, беседы, потом приглашают всех за стол, ставится какая-нибудь запеченная свинина, про которую сначала очень долго рассказывали, потом нахваливают хозяйку и сидят долго за столом, попивают вино и едят эти 1, 2, максимум 3 блюда. Такого, как у нас на Новый год или шашлык, вино рекой, такого здесь, конечно, нет. Ну и застольных песен, естественно, тоже нет. Чего мне здесь еще не хватает? Художественная самодеятельность, детские кружки, народное творчество у нас намного круче. Первое время мне вообще казалось каким-то позором, если на каком-то празднике танцует танцевальный коллектив местный. И, это просто ужас какой-то был. Потихоньку привыкаешь и понимаешь, что здесь, кроме всего прочего, того, чего здесь нет еще стандартов красоты и нормальности. Абсолютно никаких.
Здесь уважается любой труд, любое дело, которое сделано, и здесь никого не осуждают. Это вообще рай для кривых, косых и инвалидов. Они чувствуют себя здесь абсолютно нормальными людьми, как и все остальные. Здесь нет стандартов каких-то красоты, здесь нет... Можно прийти с кастрюлей на голове на работу, и максимум на тебя косо посмотрит. Кто-то, может быть, спросит абсолютно спокойно, а почему ты в кастрюле сегодня? Но никто не будет тебя за это гнобить там, или обсуждать, или, я не знаю, или тем более за тебя не уволят за неподходящее мнение или за какую-то символику. Что мне здесь не очень нравится? Бюрократия. Это не нравится и самим немцам. Это очень много почты. Я не беру рекламу, можно повесить табличку на почтовый ящик, что не бросайте, пожалуйста, рекламу. Не гарантирует, конечно, вам ничего не забросят. Но вот письма примерно такого рода. Вам придет письмо о том, что вам придет письмо, о том, что вы должны будете явиться для того, чтобы подтвердить, чтобы мы вам прислали письмо. Примерно так. Все бумажки, все чеки должны собираться. Это, конечно, понятно, что это делается не просто так. Всегда можно доказать, где ты прав, где ты не прав. Здесь очень много страховок. То есть, с одной стороны, это немножко напрягает, потому что ты всегда думаешь, а может быть мне вот еще бы вот это застраховать. А вдруг что-то случится, и страховые агенты, рекламщики давят со всех сторон. Но есть несколько страховок, которые, конечно, облегчают жизнь. Медицинская страховка, тут вообще даже не стоит говорить. Страховка дома, страховка машины. Для примера, у нас застрахован дом, была плохая погода, был сильный ветер, ураган, и нам выбило ворота во двор. И страховка оплатила нам ремонт, а это было больше 10 тысяч евро. То есть ты платишь какую-то сумму месяц, но ты знаешь, что если вдруг где-то бабахнет, то ты сможешь получить эти деньги. Страховки есть на все. Есть такая страховка, когда твой застрахован ребенок от того, что он что-то разобьет в магазине. Страховка, что вас обворуют. То есть в страховке на дом там есть очень-очень много пунктов, которые можно выбирать. Страховка жизни, страхование жизни, страхование работоспособности. Полно всего этого. И это хорошо. Еще есть несколько типов таких типичных немцев, которые, я не знаю, про них можно анекдоты сочинять. Это первая такая дальнозоркая, вредная, одинокая немецкая бабулька, которая сидит у окошка и смотрит, кто не так припарковался, кто, может быть, где-то нагадил, не знаю, поцарапал машину, написал на заборе. С одной стороны, это в традициях, это... Немцы, они такие, и тут ничего не сделаешь, и, как говорится, не надо перенимать у них абсолютно все. Что-то, может быть, даже вообще не надо у них перенимать. А потом спортивные немецкие пенсионеры. Это такие люди с палками, которые с утра до вечера, можно видеть везде, с утра до вечера на великах, бегающих с палочками по дорожкам. Есть даже такие, которые, ты просто не понимаешь, как они еще двигаются, но это здесь в порядке вещей, то есть занимаются спортом поголовно все. Не спортом, а физкультурой. А потом первое время бросается в глаза ненакрашенные, молодые, стройные, седовласые женщины. То есть, может быть, абсолютно симпатичная женщина, которая просто не красит волосы. Просто собраны волосы в пучок, абсолютно седые, и я не могу это ничем объяснить, но я уже к этому привыкла. Что еще? Немецкая медицина. А об этом я могу сказать из первых рук, потому что я работаю врачом, мой муж тоже врач. Мы, когда переехали, через 3 года практически начали работать с врачами. Здесь нужно подтверждать диплом. Медицину немецкую с белорусской сравнить нельзя. Это просто 2 разных мира, и это начинается от самого устройства, от того, что здесь страховая медицина, до возможностей... Hallo. Hallo. Ich filme gerade was. Ich filme bloß gerade was. Sie sind wahrscheinlich dann auch bis. Okay.
Здесь принято здороваться. Здесь просто, если ты идешь по улице и идет какой-то незнакомый человек, если это не в крупном городе, то принято поздороваться, даже если ты его не знаешь и вообще ты не отсюда. Да, про медицину. Медицина. Многие, кто приезжает в первый раз, они очень возмущаются тем, что нельзя вызвать врача к температурящему ребенку. Это действительно нельзя сделать. Вам нужно вызвать такси, либо сесть на машину, отвезти ребенка самому к врачу. Если ребенку реально плохо, приедет скорая. Вопросов нет. Скорая есть как таковая, она работает очень хорошо, она очень хорошо оснащена, ее нельзя сравнивать с нашей. Но дело в том, что здесь страховая медицина, и все урезано и подогнано так, чтобы любой человек мог рассчитывать на адекватную медицинскую помощь. Молодой, старый, даже тот, кто, возможно... Нет, даже тот, кто не может оплатить страховку, кто получает социальную помощь, за него платит государство. Так вот, те, кто приехали и возмущаются сначала тем, что нельзя заплатить, тем, что нельзя вызвать врача, они потом начинают возмущаться тем, что их налоги идут на оплату, ноют и ноют, что налоги идут на оплату страховок для беженцев. Но есть такая, наверное, черта характера просто ныть, и не будем на них злиться. Здесь, несмотря на очень высокий уровень жизни, огромное количество волонтеров. Это мне не сразу стало понятно, но на этом держится очень много сфер жизни. На этом держатся практически все детские кружки. То, что за деньги, то безумно дорого. То есть теннис – это теннис, преподавание музыки индивидуальное, бальные танцы, наверное, я не знаю, что еще, хоккей, потому что снаряжение, бокс, там куда ни шло. Футбольная секция – это всегда копейки. Это есть, ну, понятно, Германия не футбольная страна. Стадион есть в каждой самой захудалой деревеньке. Как правило, это тренер, это один из родителей, ну или два, они собираются, они это делают по своему желанию. Все праздники, которые организуются, это все делают люди сами. Вот в деревеньках, в городах практически то, что сейчас у нас во дворах. Привет, веснянки. Все то, что во дворах организуется, оно и здесь все организуется волонтерами, то есть людьми, которые за это ничего не получают, которые просто хотят организовать что-то для детей, для своих. Здесь народ также объединен, несмотря на то, что плохой уровень жизни, извиняюсь, хороший уровень жизни. Например, когда был ковид, в Фейсбуке появилось огромное количество групп, когда люди собирались, узнавали, где есть старики, которые не могут выйти, или кто сидит на карантине, кому нужна помощь, кому нужно купить что-то. Поэтому в этом плане немцы нам очень близки. По такому же принципу организовано все в детских садах и школах. Родительские комитеты – это вообще такая серьезная организация, которая зарабатывает деньги. Часто можно видеть школьников, которые продают возле магазинов торты порезанные, там кусочек за евро, а то и за 1,5. То есть родители пекут торт, родительский комитет организует какой-то чай, и дети становятся возле магазина. Конечно, нужно договориться. Это часто приурочено к разным праздникам. В нашем саду родительские комитеты, у нас в деревне, если я так сказать, мы живем в населенном пункте, который по населению сравним с нашими Ждановичами. А 4 километра от нас находится 100-тысячный город, это примерно Молодечно. То есть так для представления. Так вот, у нас есть 5 детских садиков, часть из них работает не полный день, часть полный. И родительские комитеты от всех садиков, они собираются, снимают в концертный, у нас даже есть концертный зал, или это спортивный, я уже не помню, в спортивном комплексе снимают там зал, ставят столы, делают рекламу, продают людям места и устраивают ярмарку по продаже детских вещей, БУ. И на этом они делают неплохие деньги. То есть они потом делят это на садики, примерно 500-600 евро где-то на садик. На организацию экскурсий, покупку карандашей вполне достаточно. Естественно, что садик финансируется из бюджета там, деревни, города. Это, само собой, ремонт и вывоз мусора и все остальное. На это деньги сдавать не надо. На питание надо сдавать деньги. Садик на 2 детей. Мои дети ходят полный день с 7 утра до 5 вечера. Около 700 евро, 750, наверное, за двоих. Но
Опять же, цена на садик формируется самим, я так понимаю, самой деревней на основании каких-то, не знаю, на основании возможностей платить граждан. То есть встречала очень много людей, которые называют абсолютно разные цены. Есть, конечно, частные садики, есть очень много нянечек, которым разрешено определенное количество детей. То есть это такая няня, которой ты приводишь детей к ней домой, она за ними следит, смотрит там, в определенные дни или на определенное время. Это существует помимо садиков, потому что садиков не хватает, и мест в них тоже не хватает. Да, есть и здесь проблемы. Что еще бросается в глаза здесь? Это когда ты получаешь зарплату, в ней стоит одна сумма, а в конце к выплате стоит примерно половина суммы. Бешеные налоги. Я имею самый невыгодный налоговый класс. Это сложная система, не буду в нее вдаваться, но смысл в том, что чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь налогов. И это заставляет человека в какой-то момент сказать: ну ладно, не в золотом унитазе счастья. Может быть, я буду просто ходить гулять вот так вот с детьми и буду поменьше ходить на работу. Потому что чем больше я работаю, тем больше я плачу налогов. Беларусь! Не успела я все снять на улице. Скажу, что не успела сказать сейчас из дома. О немцах хотелось бы еще сказать, что то, что они считаются жадными и холодными, все-таки не совсем так. Понятно, что у каждого народа есть свои традиции, и немцы, они абсолютно не жадные, они скорее бережливые. Все, что здесь делается, все, что строится, оно делается один раз навсегда, оно делается очень качественно, добротно. Но это видно во всем. Это видно в одежде, это видно в постройке домов, это видно в улицах, в том, как сделаны автобусные остановки, в том, как оборудованы туалеты. Нигде нету никаких вензелей и каких-то цыганской позолоты, но все сделано очень скромно, ровно, аккуратно и надолго. Я вставлю пару видео, еще пару дней назад мы ходили гулять здесь по окрестностям. Я там подходила к садику и по нашему городку гуляла. Меня просили одноклассники сказать несколько слов про местное самоуправление. Здесь есть такое понятие, как гемайнда. Гемайнда — это, если перевести дословно, община. И понятно, что каждый город имеет определенные права, внутри себя влияет на все сферы деятельности, жизни людей. Есть местное правительство какое-то. У нас есть, если, может, кто-то знает немецкий, может найти просто в интернете Flying. Есть отличный сайт. Там все о культуре, архитектуре, истории, о политическом устройстве, о том, сколько политических партий, каких представителей, кто мэр. Но так кратко об устройстве. Правительство местное состоит из нескольких комитетов, в которых входят добровольцы, то есть это люди, не которые сидят там, какой-нибудь, я не знаю, заместитель мэра по строительству, а есть мэры, есть добровольцы. И проводятся заседания какие-то, где принимаются решения, например, по сносу какого-то здания, по постройке, по всяким разрешениям, есть спорные вопросы между соседями. Есть по-моему, раз в неделю есть открытое заседание, куда любой желающий может прийти. И есть заседание как бы местного правительства между собой, я так понимаю. Но суть в чем? Суть в том, что решения принимают люди, а за их воплощение в жизнь отвечает мэр. Вот примерно так. Еще я поставила небольшой эксперимент, чтобы показать, насколько доступно здесь, насколько быстро можно решить какую-то проблему и насколько доступна вообще власть. То есть, я могу сравнить, наверное, этого мэра если мы Ждановичи, допустим, то есть, наверное, какой-то депутат в Ждановичах или местный глава, я не знаю, который
к которому люди могут обратиться с проблемой, и который как бы для того и находится на своем посту, чтобы ее решить. Так вот, я позвонила в мэрию, секретарша мэра, не знаю, как она правильно называется, не заместитель, а именно секретарша, женщина, которая в приемной сидит, и сказала, что я из Беларуси, и я хочу прийти просто с ним поболтать. Через неделю он мне перезвонил и сказал: хорошо, приходите. Поболтали немножко о том о сём. У меня сложилось впечатление, что те люди, которые, может быть, в Европейском парламенте, или те, кто непосредственно общается с белорусами, они знают гораздо больше. Он, как человек, который получает информацию там из новостей, примерно знает, я не знаю, 5%, хорошо, если он знает от того, что мы с вами знаем, от того, что как там, что действительно происходит. Но как бы он знает, что есть диктаторы, он знает, что народ с ним борется. А вот эти все, что протесты на самом деле мирные, сколько арестованных, это об этом ни о чем, естественно, он не знает. И это очень важно, чтобы те, кто белорусы, кто живет за границей, чтобы они эту тему тоже популяризировали. Я этим тоже активно занимаюсь. Но если раньше меня могли спросить, точнее спрашивали, откуда ты, я говорила из Беларуси, то люди как бы задумались, где это. А сейчас это вообще не вызывает никаких вопросов. То есть слово «Беларусь» слышали все. Ну, и он разрешил меня со мной сфотографировался, но так как это было без масок, в общем, фотографию сейчас покажу. С красно-белым флагом он не захотел фотографироваться, потому что это, видимо, политически как-то неправильно, не знаю, мэр с непонятным флагом. Вот. Но сам факт, что это вообще не создает никаких проблем, прийти к нему, и его выбрали на второй срок, им все довольны. Он, когда мой ребенок привыкал к детскому саду, дочка, я видела, что он лично приходил поздравить воспитательницу, то есть просто зашел на территорию садика, поздравил, вручил открытку, у одной из воспитательницы был день рождения. Был день рождения, вот. Что еще про местные? У нас, естественно, тоже организуются местные праздники. Организует их гемайнда, то есть община. Есть еще очень много таких исходящих от людей инициатив. Например, пенсионеры собираются отдельно, есть женщины, какое-то общество женщин, есть 2 церковные общины, которые собираются по своим делам. Здесь выходит газета. Это такая брошюра, сейчас попробую найти, может быть, у меня есть, покажу. Ну вот, местная газета, флянские новости о разных сферах местной жизни, о событиях местного значения. Что-то у нас есть из детского сада какой-то репортаж, городские новости, из работы совета общины, заседания, вот протокол заседания, как бы всякие срочные номера, дежурная аптека, кто умер, то есть некролог, добровольные пожарные тут что-то сообщают, местная библиотека, новинки, потом церковные новости, у нас два церковных есть, католическая и евангелическая церковь, разные, ферайн, это как, ну, типа клуб, сообщество, тоже разные есть, какие-то экскурсии, что тут еще, магазины делают свою рекламу, спортивные новости, у нас несколько спортивных секций, есть гандбольный клуб, реклама, иногда какая-нибудь международная новость или интервью с кем-нибудь, строительство, купоны на скидки в местных магазинах, естественно. Ну, вот так. А еще я вам покажу немецкую дачу и расскажу об одном случае. Мне, к сожалению, не удалось записать ни одного слова, которое сказала мне эта дама. Здесь, как везде в Европе, сортируют мусор. И примерно раз в неделю люди вывозят пластик, чтобы выбросить, картон, там жестянки всякие. И вот в один из таких дней, когда мне как бы предложили записать такое видео про Германию, я подумала, что я ведь знаю одну женщину русскоговорящую, я как раз туда еду, я попробую спросить мне, почему она работает на мусорке. Она одета, значит, в эту оранжевую жилетку, и ее задача следить, чтобы все выбрасывали правильно. Там несколько стоит таких больших баков.
И она в этой вот рукой на палке там, значит, вылавливает то, что неправильно лежит, и сортирует. Все. Хотела спросить ее, почему она вот здесь работает, когда она приехала. И когда я к ней подошла, я сказала, что я из Беларуси, хочу задать ей пару вопросов. Она тут же сказала: я предупреждаю сразу, я за Лукашенко. Не знаю, в общем, в небольшом городе или деревне оказались два полярных человека. Я категорически против Лукашенко. Когда я попросила ее назвать, ну, почему она за него, кроме того, что нам нужен сильный лидер, ни одного аргумента, но это как всегда, в принципе, ну, и, естественно, она тут же оборвала все это. Я сначала, мне удалось только у нее выудить, что она работала 10 лет директором школы, слава богу, что она сейчас там не работает. И, ну да, работала директором школы, потом приехала сюда, но она мне пыталась доказать, что Тихановская это подсадная утка, и, как всегда, ни одного аргумента, ни одного факта человек не может привести. Просто Лукашенко сильный лидер, и все, мы за него. Она преподавала русский язык. Для меня это... Я не могу это до сих пор осознать, потому что мой любимый предмет в школе был язык и литература. И все, что я знаю о гуманизме, о цене человеческой жизни, если говорить высокопарно, это все я узнала из литературы, из предметов. Здесь, кстати, в школе нет предмета литературы. Тем не менее, страна живет прекрасно. Но что я хочу сказать, что когда... Сейчас, зайка, подожди. Когда я спросила, зачем нам сильный лидер, может быть, пускай он будет просто умный и добрый, может быть, пускай это будет даже домохозяйка, которая просто разложит все по своим местам и будет знать, где должно лежать, и делегирует правильно обязанности. Может быть, пускай это будет такой с добрым лицом мужчина, умный, разбирающийся в экономике, может быть, даже похожий на Карлсона. Пускай он не будет сильным, пускай он будет мудрым. Диалог у нас не получился, я не сняла ничего, к сожалению, на камеру, но... Выходные в Германии это святое. Медленно, давай. В субботу открыты магазины и всякие увеселительные учреждения. Вот, люди ездят в основном за продуктами, ходят гулять. В воскресенье, в отличие от субботы, полная тишина, все магазины закрыты. Принято проводить выходные с семьей, выходить на какие-то прогулки, на природу. Никто не косит газон, никто ничего не строит, никто не шумит. На улицах нету машин практически. Мы живем в 4 километрах от 100-тысячного города, но на деле это такая реальная деревня. Очень комфортабельная и с очень развитой инфраструктурой. Мы сейчас подходим к так называемым немецким дачам. В каждом населенном пункте есть есть отрез земли, который разделен на небольшие участочки, которые сдаются в наем. В год это удовольствие стоит примерно 20 евро, у нас. Единственное условие, чтобы участок не превращался вот в такие заросли, чтобы выглядел более-менее ухоженно. По какому принципу они распределяются, я не знаю. Там, где мы жили раньше, в самом городе, там была очередь на эти участки. Примерно где-то по 2-3 сотки они. Вот у нас тут персик нам в наследство достался. Мы посадили пару деревьев. Маша вон тащится. На этих участках нету канализации, нету электричества. Поэтому ставят сарайчики небольшие и дождевую воду собирают в баки, чтобы летом можно было поливать. Вон там он скамеечка самая. Хорошо, да? Ну. Видишь, можно крышу потрогать здесь, да?
Набивай. А вот это наша главная площадь. Это старое здание городской администрации, в котором сейчас собираются пенсионеры. И периодически я, честно говоря, не знаю, что там еще происходит. А это новое здание администрации. Что-то по типу нашего ЖЭСа. Очень много старых зданий в Германии. Вот такой дом снести практически невозможно. То есть вначале нужно получить на это разрешение. Если его не дают, то вы не имеете права его снести. Ну и ремонтировать такие дома тоже нужно в соответствии с определенными правилами. Вся застройка очень логична, она вписывается всегда в ландшафт, то есть не выше, чем вот этот старый сарайчик, вот этот новое здание. Тут терапевт, врачи, короче, какие-то здесь. Вот видите. Да, там звонят часики. На этом все. Пока.